Итак, Джо Байден, стремясь отменить весь биль о правах, сейчас поддерживает закон, который фактически запретил бы продажу большинства видов оружия в этой стране. Согласно законопроекту Байдена, вы получите 10 лет тюрьмы за попытку купить, например, один магазин для вашего пистолета Glock. Сколько это 10 лет? С точки зрения перспективы, это на 10 лет больше, чем получил сын Байдена, когда совершил федеральное уголовное преступление. Он солгал федералам о том, что он не употреблял наркотики для того, чтобы получить пистолет. Так мы это и так знали. Мы уже давно это знали. Но Washington Examiner только что положил немного мяса на эти кости. Он только что обнаружил переписку Байдена через несколько дней после того, как он купил этот револьвер 38-го калибра, и эти сообщения показали, что в октябре 2018 года Хантер Байден признал, что оставил это огнестрельное оружие в машине. Автомобиль, по словам его сестры и подруги Хелли, был не заперт и был с опущенным стеклом, и она беспокоилась, что дети его достанут. Она пыталась избавиться от пистолета. Она выбросила его в мусорное ведро рядом со школой. И когда она это сделала, Хантер Байден притих, потому что в дело вмешались федералы. Это прямая цитата. «Теперь я у вас как жестокий педофил с наклонностями к убийству», написал Байден Хелли. И это теперь в руках ФБР. Подождите-ка. Что за жестокий педофил? Расскажите нам больше. Что именно это значит? Мы не знаем. И мы хотели бы знать больше. А затем Хантер Байден отругал свою сестру и подругу за то, что они сказали ему, что его пистолету не место в незапертой машине. «Какое право вы, черт возьми, имеете?» — сказал он. Но оказывается, у Хантера Байдена вообще не было причин для беспокойства, потому что он сын Джо Байдена. Значит, ФБР не только не выдвигало обвинений, но и защищало его. И на самом деле это были федеральные агенты, секретная служба. Он, кстати, не имел права на защиту секретной службы в то время. Хотя вы все равно заплатили за это. Секретная служба от его имени, от имени Джо Байдена, отправилась в оружейный магазин, тот самый, где Хантер Байден солгал в федеральной форме об оружии, совершив уголовное преступление. И попытался забрать документы, чтобы никто не узнал о результате всего этого. Никто не осуждал его, наркомана, обвиняемого в склонности к убийству и педофилии. Нет. Вместо этого средства массовой информации обошлись с ним очень мягко. Вот пример. Почему у вас был пистолет? Ну что ж, я сделал это снова. Вы знаете, период моей жизни был трудным. Так оно и было. Но вы знаете, я не знаю. Согласно сообщениям, в какой-то момент секретная служба отправилась на поиски записи о продаже. Вы что-нибудь знаете об этом? Ничего. Нет. Вы знаете о причастности секретной службы? Нет, я понятия не имел. Я не знаю, были ли это секретные службы и почему они должны были быть. Я не думаю, что это правда. О, но вы же знали, потому что это есть в ваших сообщениях. Вы лжете. Федеральное правительство скрывало ваши преступления. Подводя итог, вам больше не разрешается защищать свою семью. Но сын президента может делать с огнестрельным оружием все, что захочет. Украинцы тоже могут. Кстати, оружие есть не только у украинцев. Майами ясно дал это понять, и мы цитируем: в попытке поддержать Украину, город Майами примет у себя gun buyback. Только украинцы получают оружие. Только украинцы. Не вы. Украинцы. Что это оставляет остальным из нас? Ну, до тех пор, пока избирательное применение закона является политикой администрации Байдена, ни один американец не должен чувствовать себя обязанным следовать правилам Джо Байдена об оружии. Потому что зачем вам это нужно? Если закон явно незаконен, это даже не применяется к людям, которые голосуют за Джо Байдена или связаны с ним. Почему это должно относиться к вам? Между прочим, владельцам настоящего оружия запрещено усыновлять собак в одном приюте в Калифорнии. Очевидно, собак подвергнут эвтаназии, если вы не поддерживаете конфискацию оружия. Правдивая история. Это будет прямо по курсу.